на готовую игрушечку. Лорд Волан-де-Морт с волшебной палочкой и верная спутница лорда Волан-де-Морта Нагини или Нагайна. Сама игрушка лорд Волан-де-Морт на каркасной основе, то есть в суставах гнутся и ноги, и руки, пальчики, то есть все гибкое. Руки тоже и в локтях. Вот. Голова тоже немного поворачивается. Вот. Корпус гнется. Игрушка эта достаточно устойчива, то есть на поверхности можно использовать как интерьерную. Вот, в конце там сделаю видео в положении стоя. Так, в общем, игрушка эта вязаная крючком на каркасной основе. Для оформления деталей выполнена вышивка. Вот. Вот такая игрушечка. Также мантия в комплекте. Мантия вязаная спицами, изнаночной гладью, то есть внутри лицевая. И на одной кнопочке застегивается. Застежка, кнопочка. Вот. Сейчас одену. Так, рукава длинные. Вот такие. И достаточно широкие. Так выглядит мантия. Длина до пят. Вот так. Вот так выглядит. Также накидка в комплекте. Накидка связана лицевой гладью. Тоже рукава достаточно длинные и широкие. Так вот внутри. Тоже сейчас одену. Вот так выглядит в накидке. Накидка длиннее. Вот для того, чтобы она шлейфом ложилась на поверхность. Вот. Рукава широкие. Вот здесь можно немного подвернуть. Можно оставить вот так. Или просто вот такие рукава. Так, волшебная палочка 4 сантиметра длиной.
Вот так выглядит. Так, это игрушечка одна. Также в комплекте нагайна. Нагайна тоже на каркасной основе. Форму держит хорошо. Вот так. Вот так. Наоборот. Вот так можно сворачивать. Вот. То есть можно придавать любую форму, положение. Будет хорошо держать. Вот. Также пружинкой закручивается. Вот так. Нагайна тоже вязаная крючком на каркасной основе. И детали выполнены с помощью вышивки. Вот такая игрушка, точнее 2 игрушки в одном комплекте получились. Я надеюсь, что данный мастер-класс будет вам интересен, понятен. Вот, если какие-то вопросы будут, пожалуйста, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить, разъяснить, если необходимо. Напомню, что список материалов он будет в описании под первым видео. И продублирую его сюда также под этим видео. Вот список материалов пряжи. Там я напишу материалы, которые использовала я. Ну а вы при желании можете использовать любые другие материалы, которые вам нравятся больше, подходят больше. Вот, и я благодарю всех за просмотр, благодарю еще раз за ваши отзывы, за комментарии, за поддержку, за добрые слова. Вы очень помогаете и вдохновляете меня на дальнейшее создание мастер-классов. Очень приятно. Желаю всем вдохновения, творческих успехов, хорошего настроения. В общем, всего самого-самого наилучшего. До новых встреч!